Всем привет! Вы на канале Манго24, меня зовут Лилия, и я немного приболела, поэтому, возможно, сегодня мой голос будет звучать немного непривычно. Однако это не помешает рассказать мне самые интересные новости мира манги в России за первую половину марта. И начнем мы с издательства «Миф», которое 5 марта отправило в печать первый том манхвы «Боксер». В этой истории очень много злых парней и драк, что в целом становится уже понятно из названия. История довольно сумасшедшая, про жажду силы, про то, как сильные издеваются над слабыми, про удовольствие побеждать и про неудовольствие быть побежденным. Поэтому и ситуации, которые обрисовываются в этой манхве, довольно невеселые, жуткие, и стиль рисунка тоже соответствующий, сумасшедший. С другой стороны, если вы устали от романтической манхвы, от манхвы про попаданцев или там про поднятие уровня в играх, то эта манхва может стать глотком свежего воздуха. Она очень сильно выделяется на фоне всей манхвы, которая на данный момент публикуется разными издательствами. Если, конечно, вас не пугает агрессивная история. Фабрика комиксов анонсировала новую лицензию, которая называется «Зомби-апокалипсис с точки зрения кошки». Мне кажется, давно пора было спросить мнение кошки. Конечно же, в этом произведении одним из главных героев является кошка. Попутно мы узнаем истории разных людей, которых эта кошка встречает на своем пути. Это скорее набор историй, нежели цельное произведение, и все эти истории связаны между собой главным персонажем – кошкой. В общем, если вы кошатник, эта история для вас. Издательство Альтграф открыло предзаказ на 2 серии книг. Первая серия – это дилогия «Я и маленький монстрик» и «Я и непоседливый монстрик», в которой автор с невероятной нежностью и любовью рассказывает о 2 своих маленьких племянницах. В этих книгах он постарался запечатлеть самые трогательные моменты жизни с детьми. Манга нарисована в нестандартном стиле, в ней множество цветных иллюстраций. Если вы любите детей, а если не любите, то... Вторая серия, на которую был открыт предзаказ, это первые 3 тома манги «Путешествие Кино. Прекрасный мир». Впервые эта манга была опубликована в 2000 году, то есть произведение не самое свежее. Однако стиль рисунка вас приятно удивит, он совершенно не устарел на данный момент. Истории по атмосфере напомнили мне марсианские рассказы Рэя Брэдбери. Может быть, кто-то читал. Что-то вроде социальной фантастики, но в рамках нашей планеты. Обыгрываются ситуации, когда люди оказываются в непривычных для себя условиях или сталкиваются с другой цивилизацией, культурой и вынуждены делать какой-то выбор. А потом думать, был ли этот выбор морален, и что такое вообще мораль в рамках другой культуры и воспитания. В общем, у этого произведения философский уклон. Есть над чем поразмыслить, пока читаешь. Ах да! У главной героини есть говорящий мотоцикл. У History Comics прошел весенний калейдоскоп лицензий, на котором было анонсировано 8 произведений. И все 8 являются мангой. Первый анонс называется «Обжигающий первый поцелуй». Однотомник. Истории о любви и первых поцелуях, как, в общем-то, понятно из названия. Внутри нас будут ждать 4 романтические истории, между собой они никак не связаны, они про разных людей. Все истории заканчиваются хорошо, да и начинаются тоже. В них нет каких-то скандалов, интриг и прочей ерунды, что называется прочитать и отдохнуть душой. Автор и художница Коко Удзуки, и у нее очень классный и красивый стиль рисунка. Мне кажется, он подходит этим историям. Второй анонс – манга под названием «Влюбляйтесь в фальшивые ангелы». Автор – Коко Удзуки. Совсем свежее произведение, в настоящий момент издано всего лишь 2 тома. Там даже история еще толком закрутиться не успела. Речь пойдет о парне и девушке, которые могут быть самими собой только рядом друг с другом. Для всех окружающих они носят милую маску. Внешне ангелы, а внутри... Узнаете, прочитав мангу. Третий анонс под названием «Благоухающий цветок распускается благородно». Автор и художница Сака Миками. В настоящий момент выпущено 11 томов, и манга все еще продолжает издаваться. И на удивление, эта манга относится к жанру сёнэн, а не к сёдзю, как вы и я могли подумать. История о 2 школьниках, которые живут в разных мирах. Она – приличная девушка из элитной школы для девочек. Он – хулиган из школы для неблагополучных парней. На первый взгляд между ними нет ничего общего, и они совершенно друг другу не подходят. Однако из-за случайного стечения обстоятельств они знакомятся и узнают друг друга поближе. И тут, как говорится, не судите книгу по обложке. Хулиган оказывается не такой уж и хулиган, а приличная девочка... Ну, она все равно приличная девочка. Да, определенно. 4-й анонс называется «Восхитительная сумеречная луна». Вот это уже хит сёдзю манги. Тоже онгоинг, на данный момент издано 7 томов. Главный герой этой манги, или точнее сказать героиня, очень симпатичная девушка.
очень симпатичная девушка. Правда, многие путают ее с парнем из-за ее манеры вести себя и одеваться. Ну и из-за пропорций, наверное. Ее прозвище в школе Принц. Второй, почти главный герой этой манги, симпатичный парень. Очень симпатичный парень. И его прозвище в школе тоже Принц. И, как несложно догадаться, их между собой начинают связывать романтические отношения. Осторожно, количество принцев в манге приближается к опасному значению. 5-й анонс под названием Сигуатера. В манге 6 томов, и серия полностью завершена. И эта манга, она... Знаете, у меня даже слов таких описательных нет. Это очень специфическое произведение, как с точки зрения атмосферы сюжета, так и с точки зрения рисунка. Парень, которого травят в школе, мечтает о собственном мотоцикле, чтобы уехать на нем куда-нибудь очень далеко. В автошколе, в которой он учится, чтобы получить лицензию на управление мотоциклом, он знакомится с девушкой. Их чувства оказываются взаимными, и они начинают встречаться. Ну а дальше события начинают закручиваться вокруг двух этих ключевых точек. Получение лицензии на управление мотоциклом и отношения с девушкой. Вот вроде бы жанр повседневность, а повседневность какая-то странная. Фантастическая, что ли. 6-й анонс называется «Звездная Понко и Рейка из лавки Тофу». Однотомник, с весьма неожиданным содержанием. Чего не скажешь по ее обложке, по которой ожидаешь внутри увидеть каких-то покемонов или что-то в этом духе. Но внутри довольно жесткая история. Как гласит аннотация, это безбашенный сэйнэн, спрятанный за детской обложкой. 7-й анонс под названием Генсикен. Что-то Истори потянуло на старенькие истории. 9 томов, история завершена. И в каком-то смысле эта история пришла на замену серии «Так сложно любить Атаку», потому что она тоже про Атаку. Только эта история немного постарше, выдержана в духе 2000-х годов, про Атаку предыдущего поколения. 8-й анонс называется «Иногда Аля кокетничает со мной по-русски». В прошлый раз Истори анонсировали Ранобэ, и вот теперь дошла очередь до манги. Речь пойдет про девушку из русско-японской семьи, которая учится в школе в Японии. Ей нравится парень из класса, но гордость не позволяет признаться ему в чувствах. На японском она разговаривает с ним грубо и дерзко, но иногда на русском языке вставляет милые трогательные фразы. К сожалению, она не догадывается, что этот парень понимает все, что она говорит ему по-русски. На этом наш новостной выпуск подошел к концу. Пишите в комментариях, какая новость вам понравилась больше всего, или, может быть, какая-то новость вас разочаровала. А мы увидимся с вами в следующий раз. Маттане!